Ребят, всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поговорить на такую тему. Вот вчера я общался с парнем, ему только 20 лет, и уже он задумался над тем, чтобы делать пересадку волос. И вот, как он сказал, уже 16-17 лет он уже начал лысеть. Ну что ж, видите, ситуации бывают разные, и я все больше и больше задумываюсь еще над тем, чтобы рассказывать, наверное, не только о пересадке или решениях, которые нужно принимать после того, как мы их уже потеряли, но нужно также ответственно относиться тем, у кого только все это начинается. Особенно это касается вот как раз-таки молодежи около 20 лет. Если у вас до сих пор как бы все это опадает, я буду постепенно тоже различные методы изучать. Я даже, возможно, поговорю с какими-то клиниками, чтобы они мне предоставили те средства, которые у них есть, бесплатно. Но видите, пока также это зависит от всех, от нас. Чем больше будет подписчиков на канале, тем больше вероятности, что я их уговорю, и мне пришлют что-то, какие-то эти средства бесплатно, и я их протестирую, как обычно, на себе. Вот. И расскажу, реально ли это действует или же нет. Но вот пока из информации, которую я собрал, но у меня не было ни одного человека, скажем так, близкого или кому-то, кому вот реально можно было бы доверять на 100%. Как правило, я заметил, что это блогеры, которым возможно, платят за то, чтобы они это рекламировали, потому это хочу попробовать на себе. Но есть вот методика мезотерапия, я о ней говорил, писал в телеграм-канале, и, возможно, она может помочь именно тем ребятам, которые только начинают терять волосы, чтобы с первой, самое важное, остановить сначала выпадение, потому как можно, конечно, ждать, пока все выпадет, и потом сделать себе пересадку, но зачем, если у вас еще до сих пор есть свои волосы, за которые можно побороться. И вот мезотерапия, она бывает тоже разная, бывает делают уколы прямо в голову, ну я вот это вообще как бы я уколы терпеть не могу, и это как бы не мое. Потом есть методика такое, знаете, как распыление вот этой вот специальной, скажем так, жидкостью. Это напоминает, вот знаете, увлажнитель воздуха, только вот он обогащен различными там минералами, витаминами, и вот это вот все делаю для вашей головы. Я это делал, точнее, мне это сделали бесплатно в клинике, когда мне сделали пересадку, и на следующий, через день, когда мне мыли голову, сделали еще вот это вот. Тоже включено было у меня в стоимость, что как бы очень круто. Я, наверное, потому и особо не придал этому значения, а мне это сделали. Потом же я начал, вот, ребята, вы мне пишете, я начал изучать этот вопрос, и оказалось, что вот эти вот процедуры стоят в разных городах порядка $100 за одну процедуру, что, мне кажется, достаточно дорого. Но если это помогает, почему бы и нет? Почему я и хочу попробовать эти средства. Продаются сами клиники и различные компании продают наборы, которые вы можете делать сами в домашних условиях, то есть не нужно не ходить ни в какие там специальные медицинские центры и опять-таки на этом сэкономить. Более того, то есть эти комплекты стоят там 300, 400, 500 евро в зависимости от набора. Это вот пока то, из чего о чем я знаю. Но это очень выгодно с той точки зрения, это выгоднее, чем ходить в медицинские центры, потому что если одна процедура, один поход к врачу стоит $100, то, например, если вы купите комплект за там 300 или 400 евро, это как будто бы 4 похода, но этого комплекта хватает минимум на полгода, причем вы это будете делать каждую неделю, то есть финансово, вы сами понимаете, это намного выгоднее. Более того, если вы будете это делать дома, не привязаны ни к никакой клинике, то есть, вы сэкономите еще кучу времени. Но, опять-таки, это вот звучит, я пока не могу вам прям рекламировать и говорить, что да, это там круто-круто, то есть это вот просто мои личные мнения, как я считаю. И возвращаясь к тому, вот когда у меня реально все начало выпадать, я тогда пробовал
Там очень дорогие тоже средства, и они не помогали. Хотя, с другой стороны, это я так решил, что они не помогали, потому что есть нюанс во всей этой мезотерапии и в таких вот средствах, потому что результат вы не увидите сразу. И это логично. То есть, получается, если у вас больные волосы начинают выпадать, то вам нужно их лечить, и крепость вы увидите только через несколько месяцев. Это вот то, о чем мне пишут все ребята, которые это попробовали, и те, кто, собственно, продает тоже эти средства. Я также спросил у своей ангела, она мне тоже подтвердила, что на самом деле, ну, у нее-то с волосами все хорошо, но она тоже пользуется этими средствами, как она говорит, для бровей, чтобы брови росли гуще. Она говорит, что это реально работает. Она мне еще так сказала, мол, главное не капать на кожу, то есть вот где нет волос, потому что даже там начинают расти волосы. Вот, еще одно средство, мне там, вы, ребята, мне писали, кто-то в этом самом, кто-то из вас мне писал в комментарии, мол, чтобы я не брил пока волосы и покапал средством, забыл, как называется, сейчас вот здесь вот напишу, будете видеть. Я спросил у нее, она сказала, что ни в коем случае, то есть не все средства все-таки полезны, многие вы можете увидеть какой-то результат в краткосрочной перспективе, то есть там, типа, она говорит, реально очень быстрый рост волос, но оно не укрепляет. И через какой-то промежуток времени оно, наоборот, как бы скажется все негативно, и у вас волосы еще больше начнут выпадать. Поэтому тоже имейте это в виду. Вот, поэтому еще раз хочу сказать, для тех, кто еще в процессе вот потери, первым делом, наверное, вам реально нужно подумать над тем, чтобы позаботиться о прекращении выпадения волос. И затем уже второй степ будет, второй уровень, это пересадка там, где уже как бы точно все выпало, туда пересадить из донорской части. Еще мне парень один написал, очень, мне кажется, классный совет, он говорит, что это реально у него работало. Я не помню точно, это после, по-моему, он сказал, как после мытья головы, он переворачивает голову, чтобы голова свисала вниз, то есть чтобы шел максимальный кровоток, и вы делаете каждый день массаж головы. То есть вот буквально, знаете, когтиками, то есть там не до крови, но вот прям чтобы кровь поступала. И это нужно делать в перевернутом состоянии, чтобы у вас голова свисала. И он говорит, что это реально работает, то есть питается волосы, и он мне там показывал фотографии, когда он это делает и когда он это не делает, ну вот эффект виден. Поэтому это вообще бесплатно, попробуйте дома и напишите в комментариях, работает это или не работает, потому что, ну, у меня-то я уже потерял все, что можно было, потому я уже просто пересаживаю на вот всю вот эту площадку, которая у меня была свободна. Вот. И у меня как бы нет уже этих зон, которые нужно там, за которые нужно бороться, потому что уже в принципе все выпало. Но после пересадки даже на вот эти же волосы, конечно, их можно укрепить, чтобы они укреплялись намного быстрее, и чтобы результат был виден там не через 6 месяцев, не через год, а раньше. Поэтому тоже подумайте над этим. И тоже, ребят, я очень благодарен. Те, кто пробовал что-то или есть какие-то способы, пишите мне, пожалуйста, пишите в Телеграме. Ссылка есть в описании под видео. Пишите мне лично. И я реально собираю эту информацию, полезную информацию, чтобы поделиться с нею со всеми участниками нашего канала, и чтобы вы об этом знали, потому что, ну, как видите, в интернете я тоже начал тут постепенно изучать и понял, что в интернете практически вся информация идет от заинтересованных лиц, то есть это люди, у которых свои клиники, или которые работают в клиниках, или же блогеры, которым платят за то, что они это говорят. И то есть это они раз сделали ролик, записали, вы увидели, рванули туда, и как на самом деле, что было дальше с этим человеком и с его волосами, блогером, мы в принципе не так сильно и знаем. Вот, я же все это делаю за свой счет, и вот моя сейчас первая попытка, я хочу попробовать какие-то средства. Так что делитесь информацией, ну и пишите в комментариях все наше общение в комментариях, не забудьте подписываться, колокольчик, чтобы не пропускать видео, также для тех, кто уже в группе
Telegram. Я также, когда выходит новое видео, чтобы его не пропустить, присылаю вам оповещение. Спасибо за ваше участие, за то, что мы помогаем друг другу. Пока. И пускай колосится.